Привет, друзья! С вами Лада. В этом видео я покажу, как сплести вот такой нереальный космический поднос из газетных или бумажных трубочек. Если вам эта тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Это видео мастер-класс я сделала очень подробным для вашего удобства, чтобы вам было все ясно и понятно, и вы смогли такой шедевр повторить своими руками. И советую посмотреть это видео до конца, тогда вы точно ничего не пропустите. Признаюсь вам, что этот космический поднос – это моя давняя хотелка. Идея родилась давным-давно, и донышко уже было куплено, и трубочки уже были накручены, но все как-то не доходили руки. И вы знаете, какое-то счастье и удовлетворение, когда хотелка превращается в реальность. Я прям танцевала от того, что я наконец-то воплотила мою хотелку вживую, так сказать. Кстати, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, а есть ли у вас какие-нибудь давние хотелки, которые вы очень хотите воплотить в жизнь, но руки как-то не доходят. Мне будет очень интересно почитать. Ну и приступаем к работе. Здесь, как вы уже заметили, дно у этого подноса не плетеное и не из картона. Это деревянная заготовка, которую я в свое время, аж год назад, вроде купила в магазине Леонардо. Это чистое дерево, и тем оно мне понравилось, что это экологичный материал. И еще дам вам один совет при выборе таких деревянных заготовок. Обязательно тщательно смотрите на такие донышки, потому что некоторые из них уже продаются слегка покоробленные, неровные, и, конечно, на будущем изделии это не очень хорошо отразится. Здесь донышко я тщательно выбирала, и более-менее оно ровное оказалось, что очень хорошо, и я его слегка подготовила к плетению и к покраске, то есть я его отштукатурила и закрасила черным, и сейчас я на него буду наносить некоторые цвета, имитировать космическую тему. Если вы до этого никогда не рисовали космос, то я советую потренироваться все-таки на отдельном листе бумаги, посмотреть, как ложатся краски между собой, в каком сочетании их лучше выкладывать и так далее, и так далее. Посмотреть картинки космические, посмотреть, как распределяются цвета у нас в Млечном Пути и в других созвездиях. В общем, немного подготовиться к этой теме. Раскрашивала я эту заготовку акриловыми красками, и для космической темы я использовала следующие цвета. Это розовый, ультрамарин, голубой, белый и черный в некоторых местах, чтобы сгладить какие-то неровности или сделать какие-то плавные переходы. Можно краски наносить кистью, но я выбрала губкой, тогда они более равномерно наносятся на поверхность. И вот такая картина у нас с вами получилась. И сейчас я беру основной материал для плетения, это газетные или бумажные трубочки чисто черного цвета. Такие трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу их. У меня есть рецепт покраски трубочек в черный цвет, я ссылку обязательно оставляю в описании под видео и в видео вверху в подсказках. Обязательно посмотрите. И также я их обрабатываю, чтобы они в плетении были пластичные и как кожаные. Также в отдельном видео я показывала обработку трубочек. Обязательно ссылки оставлю в описании. Минус таких готовых деревянных донышек в следующем. Для нас, по крайней мере, для плетельщиц, дырочки очень большие. И, конечно, если мы туда поместим только одну трубочку, то у нас будут большие просветы. Поэтому я придумала вставлять трубочки в эти дырочки следующим образом, как на видео. Схема такая. Я беру, складываю трубочку пополам, вот таким образом, как бы буквой П, вставляю ее в две дырки, например, от себя, а следующую трубочку также складываю таким же образом буквой П и вставляю в эти же две дырки на себя сверху той трубочки, которая уже вставлена. Таким образом у нас получается, что из каждой дырочки у нас будет выглядывать по две трубочки. При таком раскладе расстояние между стойками получается и не слишком большим, и не слишком маленьким. Так сказать, золотая серединка.
Как только я подставила стоечки во все дырочки, у меня получилась вот такая картина, очень похожа на большого такого паука, и стойки у меня смотрят в разные стороны, так хаотично немного, и сейчас я их все поправляю, чтобы они лежали у меня в одном направлении. И сейчас уже можно всю эту конструкцию оплетать. Я беру две трубочки, это будут две рабочие трубочки, я буду плести веревочкой две трубочки, и сейчас я начинаю оплетать эти двойные стойки. Эти две трубочки рабочие я не сращивала между собой, я их просто так подставила, и когда я буду завершать плетеный ряд, я эти концы буду подставлять к стойкам и плести уже непосредственно, оплетая и эти концы тоже. Таким образом у нас ничего не будет видно. Продолжаю плести ряд веревочкой в две трубочки, и здесь я аккуратненько размещаю стойки, поправляю их, чтобы они вставали все на свои места. И вот как раз в этом кадре я показываю, как я убираю концы от двух рабочих трубочек, которыми я начинала плести веревочку в две трубочки, именно к стойкам. И продолжаю плести веревочкой в две трубочки. Я здесь не делаю никаких переходов, у меня идет спиральное плетение. В принципе, здесь плетение одинаковое. Я продолжаю плести двумя рабочими трубочками веревочкой в две трубочки. Можно было бы сделать здесь какие-нибудь ажурные вставки, но я этого сделать не стала. А вам уже на усмотрение, если хотите, то обязательно сделайте. Постепенно расстояние между стойками у нас увеличивается, но не намного. И через какое-то количество рядов я начинаю поднимать стойки и поднимать само плетение. Как бы я начинаю плавно переходить к плетению стенок этого подноса, но делаю я это не с внешней стороны, а с внутренней, таким образом, как на видео. То есть руки у меня располагаются внутри подноса, и изнутри я уже чуть-чуть приподнимаю стойки и их оплетаю. Левой рукой я контролирую поднятие стоек, правой рукой я плету. Когда я проплела столько рядов, сколько мне нужно, а это я определяю ровно на глаз, то есть я смотрю по высоте, ага, меня высота устраивает, значит я заканчиваю плетение. И вот здесь как раз получился такой момент, я убираю рабочие трубочки и сейчас буду переходить к загибке. Да, многие мне здесь напишут, что я очень неэкономная и не жалею трубочек. Да, в том-то все дело, что я их в этом изделии не жалела. У меня было заготовлено определенное количество трубочек, я понимала, что в это количество я вписываюсь, и я могу с комфортом сделать загибку хорошими трубочками. Поэтому те стойки, которые у меня на этот момент были, я их беспощадно обрезаю под нолик, потому что в процессе плетения они, конечно, уже высохли. А знаете, мне не очень нравится реанимировать трубочки, но не в том плане, что они получаются плохие, а в том плане, что это занимает время, а я с этой позиции немного ленивый человек,
А лень — это двигатель прогресса, можно сказать, но в данном случае не экономии, поэтому все под нолик и вставляю новые трубочки. Вставляю новые трубочки я следующим образом. Шилом я расширяю место перед двумя стойками обрезанными, туда капаю клея, у меня полимерный клей Титан, и вставляю туда трубочку, заранее у нее обрезала кончик наискосок, и она тем самым вставляется очень хорошо. На самом деле это не за правило, куда вы вставите эти трубочки-стойки. Вы можете вставить их перед обрезанными стойками, между ними, либо за, но обязательно делайте это равномерно. Если вы уже решились вставлять каждую трубочку перед двумя обрезанными, значит так делайте и по всему периметру окружности. А теперь я с удовольствием этими трубочками делаю загибку. Каждую трубочку-стойку я завожу за вторую, вот таким образом, как на видео. А теперь следующий этап загибки. Каждую трубочку я завожу под две следующих, за третью, таким образом, как на видео. Эта загибка очень похожа на загибку коса. Здесь такой же принцип. И вот такая картина у нас получается. Обязательно внимательно делайте загибки, тогда вы не ошибетесь. И если вам сложно, например, и вы путаетесь очень часто, то проговаривайте про себя, как вы укладываете стойки. Ну а теперь те концы трубочек, которые у нас торчат посередине загибки, я укладываю вовнутрь. Получается, я пропускаю одну стойку и укладываю за вторую вовнутрь, так как на видео. Вот такой результат у нас получился. Я показываю поднос сейчас и с лицевой стороны, и сейчас переворачиваю, показываю с изнаночной. Там я обрезала те торчащие кончики у загибки, и вы, конечно, можете наблюдать, что там видны вот эти пенечки, которые я, конечно, закрашу потом черным цветом. Их совсем не будет видно, да и эти пенечки прячутся под саму загибку. Ух, а сейчас начинается самое интересное. В душе, видимо, я художник, поэтому вся мазня с этими красками доставляет мне истинное удовольствие. И я на самом деле очень рада, счастлива от того, что в этой работе можно совместить два моих любимых занятия. Это рисование и плетение. Донышко я еще чуток подкрасила, чтобы оно сильнее выделялось, потому как было немного блеклое, мне не очень нравилось. И сейчас я беру три цвета, это голубой, розовый и ультрамарин, и сейчас начинаю этот космос развивать уже и на плетение. С помощью губки я наношу эти цвета на плетеные ряды достаточно равномерно и аккуратно, чтобы у нас не было каких-то таких негармоничных мест. Да, я еще добавила белой краски, это белая акриловая эмаль для радиаторов, она тоже хороша и подходит под космическую тематику, некоторые места можно выделить белым цветом, и вот таким образом губкой я покрываю весь поднос, и также и загибку, и с изнаночной стороны. А теперь начинается еще более интересный процесс. Нам нужно сделать набрызги звезд, и для этого я беру белую эмаль для радиаторов, беру кисти с жесткой щетиной, немного воды,
Разбавляю эту краску с водой, совсем чуть-чуть, чтобы она просто не была такая густая. Наношу на кисть, и вот таким движением, то есть кисть я стучу по пальцу, стучу по руке, и таким образом у нас рассыпаются брызги, рассыпаются звезды, и все это как бы сливается в какие-то созвездия. Очень интересный процесс. Я прям балдею. Если вы хотите, например, в одном месте сосредоточить эти набрызги, то желательно закрыть те места, которые вы не хотите, чтобы туда попали эти капельки, либо бумагой можно закрыть, либо чем-то таким, что не будет пропускать краску. Ну и в завершении я покрываю поднос лаком в 2 или в 3 слоя, и наш космический поднос полностью готов и может лететь в космос. Жду вашего мнения в комментариях, понравилось ли вам видео, понравился ли вам подносик, понравилась ли вам сама идея, и захотели бы вы повторить это все своими руками. Обязательно жду, пишите, если у вас остались какие-то вопросы, тоже пишите, я с удовольствием на них отвечу. Ручки у этого подноса я не стала делать, мне показались они лишние, как вы думаете, кстати, напишите ваше мнение, может быть, ручки здесь были бы уместны, а может быть, я действительно правильно сделала, что их не сплела. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, и жмите на колокольчик и получайте уведомления о выходе новых видео и трансляциях. Спасибо за то, что смотрите мои видео до конца, за вашу поддержку, легкого вам плетения. Друзья, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Также смотрите другие интересные видео о плетении на моем канале, здесь вы точно найдете что-нибудь интересненькое. Пока-пока!